Всем большой привет! Вы снова в моей мастерской Натальи Бекер, и я рада вас здесь всех приветствовать. Если кто-то заглянул ко мне и еще не подписался, пожалуйста, подписывайтесь, вдруг вам будет здесь интересно и вам понравится, и вы у меня останетесь. По плетению очень много всевозможных рисунков, веревочка в 2 трубочки, веревочка в 3 трубочки, всевозможные загибки, ажурчики, короче, всего полным-полно. И есть такое интересное плетение, называется корневое. Я, честно сказать, даже не думала, что я займусь этим, потому что я вижу, что это, долго это и, может быть, не так трудно, но кропотливая такая работа, так хочу сказать. И вот у нас есть чат, телеграм-чат, и там, значит, все хвалятся своими корневушками, так можно сказать. Ну и вот, конечно же, и мне тоже захотелось. Сначала я сплела такую маленькую корзинку. В конце вы увидите, какая она у меня получилась. Я ее, конечно же, сфотографировала, но у меня уже ее нет. Купили. Вот. И следующая работа у меня вот такая сумочка. Ну как же я без сумочки? Я их очень-очень люблю. Корневое плетение не показывала, потому что вот любую мастерицу возьмите, и каждая показывает это корневое плетение. И оно одинаково у всех, оно одинаково плетется, короче, так говорить. А вот как клапан делать, я показала. Вдруг кто-то захочет понять, сшить такой клапан, и вы его легко и просто сделаете. И вот здесь такое у меня сердечко красивое. Я его тоже показывала, как я его получила с Алиэкспресс с посылочкой. Я прям, когда его увидела, я влюбилась в это сердечко. И вот смотрите, я открываю, и здесь у меня тоже сердечки. Вот такой вот подкладик у меня. Не правда ли красивенькая? Сумочка свободна. Если кто-то хочет ее приобрести, я буду только рада. И обязательно ее вам отправлю. Ремень тоже самое, конечно же, сделала. Такая у меня сумочка. Прошу ваших комментариев, лайков, подписок. Всего вам, всего хорошего. Чтобы кто делает сумочки, чтобы у вас тоже всегда получались. Делаю выкройку клапана для этой сумочки. Как это делается? Вот склеила 2 листа А4. Накладываю его сюда. С этой стороны я оставляю, где будут клепочки. Поворачиваю его. Так, вот так промну сейчас все. Вот так промяла. И хочу посмотреть, как у меня будет вот здесь. Думаю, вот так надо. Теперь беру ножницы. Так, хорошие надо ножницы. Беру ножницы и вырезаю вот по этим своим наметкам. Так, это, конечно, выбрасываю. Теперь снова кладу на сумочку и буду смотреть, как же мне здесь вот вырезать. Так, прямо мне не нравится. Если я попробую такую кругленькую, думаю, будет красиво. Сворачиваю листочек этот аккуратненько. Так, вот тут тоже все подправить нужно, чтобы ровненькие были краешки. Так, теперь вырежу вот это вот. Так, и вот так у меня получается. Вот.
Наверное, вот так и оставлю. Так. Теперь буду выкраивать. Это я показала, как я делаю выкройку. А теперь я буду делать из материала, который я нашла. Это у меня какой-то кожезаменитель, я давным-давно покупала. Так, кладу, чтобы на швы оставить. Вот неохота мне ручкой прочерчивать, потому что это белое, и все потом останется. У меня есть вот такой вот, нет, это не он. Есть такой вот карандаш, который потом исчезает. Вот им обведу сейчас и вырежу. Так. Так, вот сейчас вырежу. И будет у меня клапан готов. Так, с этой стороны начну. Так. Так, это я вырезала. Это у меня правая сторона, это левая. Теперь у меня будет вот такой подкладик. Так он у меня не подходит. Что же мне придумать? Пришить сюда кусочек надо маленький. Сейчас пришью. Вот здесь у меня немножко не хватало, я просто пришила. Теперь беру лицо к лицу, складываю вот так. И буду шить по вот этой вот линии, что у меня начерчено, пока она не исчезла. Прошью, выверну. Так, вот прошила. Сейчас уберу вот эти лишние кусочки, срежу. Я обхитрила судьбу, у меня здесь не хватало, я кусочек добавила. Сейчас выверну и посмотрю, как все будет. Чтобы красиво вывернулся этот клапан, нужно вот где вот здесь поворотики эти, нужно вот так надрезать хорошо, почти до шва. И тогда вывернется все красиво и будет там, как он называется, краешек этот будет очень красивый. Так. Покажу, как я буду выворачивать. Потому что многие девочки плести умеют, а подклад и вот это все для них это немножко не ихная среда. Вот, прошила. Подрезала все. Вот выворачиваем. Он уже красивенький. На сумочку примерю. Вот, уже будет красиво. Так. Теперь, чтобы у меня клапан был твердым, я вырежу вот такую штучку. Это прокладка специальная такая. Не специально для сумок, это у меня для штор используется, но я сейчас использую для сумочки. Вы можете брать любую, какая у вас есть, чтобы немножко хотя бы уплотнить этот клапан, да. Вот. Обчерчиваю. Карандашом делаю, потому что все равно нужно сделать на пару миллиметриков меньше. Можно линеечкой, вот я обчертила, да, можно линеечкой вот уменьшить. Так вот, так, так. А здесь я попробую ножницами сейчас сама все сделать. Можете все прочерчивать. Для меня ножницы лучше карандаша. Я вот прям вижу, что я все ровненько режу. Так.
Вот вырезала. Так, это я убираю. И вот здесь у меня одна сторона клеевая, а одна нет. Я думаю, что все такую используют, да? Клеевая сторона у меня будет идти, чтобы она приклеилась вот к этой, кверху. Вот так я ее туда сейчас вставлю. Буду вот так все хорошо разравнивать, чтобы у меня все хорошо там аккуратненько легло. Вот эти шовчики, которые здесь, да, их нужно не в сторону верха, а туда под низ заворачивать. Так. Они у меня, кстати, вот все здесь и оказались. Так, хорошо, прям хорошо туда толкаю. И буду сейчас утюжить. Утюжить буду с этой стороны, потому что я боюсь на это. Проутюжу и покажу, как будет дальше. Вот получился у меня такой клапан. Я все заутюжила, затолкала эту прокладочку между сюда, да. И вот, чтобы вот здесь сделать красивенький край, да, я сейчас буду вот этот подклад с сердечками вот так вот аккуратненько краюшку вот сюда заворачивать, а кожезаменитель вот так буду сюда поворачивать и прошью. Постараюсь аккуратненько, чтобы потом на готовой сумке было красиво, чтобы был ровненький красивый шов. Ну, я постараюсь. Так вот я и прошила. Считаю, что у меня прям ровненько получилось. Клапан готов. Так, подклад я уже тоже сделала. Просто сшила вот такой кусочек прямоугольный. И вот сюда я его буду вот так вставлять. Проклею. Сделала такую вот такое донышко. И донышко туда тоже сделаю. Ой, какие красивые ягодки вообще. Ну, просто прелесть. Вот прям огромные-огромные. Корзинка такая.